Жила-была одна девочка, и были у нее такие красивые и длинные волосы, что все, кто видел ее, не могли отвести глаз. Пряди были такими светлыми, прямо золотыми, поэтому и называли ее Златовлаской. Несмотря на всю свою красоту, она была очень непослушной маленькой девочкой. Мама всегда разрешала ей гулять во дворе, но приказывала не ходить в лес за их домом. Златовласке было очень интересно узнать, что же находится в том лесу. И вот пока матушка не видела, ушла она как-то из дома в лес. Долго гуляла девочка по лесу. То ягодку найдет, то цветочек красивый рассмотрит, то послушает, как птички поют. Так и заблудилась она в лесу. И вдруг увидела она необычный домик на полянке. Златовласка тихонько подошла к нему, обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она постучала сильнее, и дверь сама открылась. Златовласка осторожно вошла. В том домике жили 3 медведя. Один медведь был папа, большой, лохматый. Другой была мама, медведица. Она была поменьше. Третий был маленький медвежонок. Медведя не было дома, потому что они ушли гулять по лесу. Девочка вошла в комнату и увидела на столе 3 миски с кашей. Первая миска, самая большая, была папа медведя. Вторая миска, поменьше, была мама медведицы. А третья, самая маленькая, была медвежонка. Возле каждой миски лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Златовласка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Она взяла самую большую ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком горячей. Потом она взяла среднюю ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком холодной. Наконец она взяла маленькую ложечку и попробовала кашу из маленькой миски. Эта каша была не горячей и не холодной, в самый раз. И Златовласка съела всю кашу из маленькой миски. Наевшись, девочка захотела посидеть и увидела 3 стула возле печи. Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, с красненькой подушечкой. Сначала она попыталась залезть на самый большой стул, но не смогла. Потом девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Стульчик так понравился Златовласке, что стала она качаться на нем. Стульчик затрещал, проломился, и она упала на пол. Девочка встала и пошла в другую комнату. Там стояли 3 кровати. Большая, средняя и маленькая. Сначала Златовласка забралась на первую кровать, но она была слишком высокой и жесткой. Легла на среднюю, было слишком просторно и мягко. Девочка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Златовласке было так удобно и уютно, что она быстро заснула. Девочка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Медведи очень проголодались и сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. «Кто-то ел мою кашу!» – прорычал он. Мама-медведица также посмотрела в свою миску и зарычала не так громко. «Из моей миски тоже кто-то ел!» А медвежонок увидел свою пустую миску, громко заплакал. «Кто-то не просто поел из моей миски, он съел всю мою кашу!» Медведи учуяли что-то неладное, вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа-медведь заметил, что кто-то подвинул его стул, и зарычал страшным голосом: «Кто-то сидел на моем стуле!» Мама-медведица посмотрела на свой стул и пожаловалась: «Кто-то сидел и на моем стуле и сдвинул его с места!» И тут медвежонок взглянул на свой сломанный стульчик и снова громко заплакал. «Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его!» Все 3 медведей осторожно пошли в спальню. «Кто-то лежал на моей кровати и смял ее!» – заревел папа-медведь страшным голосом. «И на моей кровати кто-то тоже лежал и помял ее!» – зарычала мама-медведица.
медвежонок взглянул на свою кроватку и снова заплакал. «Кто-то ложился и на мою кровать!» И тут он увидел девочку и запищал тонким голосом: «И до сих пор спит в ней!» Папа и мама медведи подошли к кровати и увидели, что там спит маленькая девочка. Златовласка проснулась от плача медвежонка и сильно испугалась. Перед ней стояли 3 медведя. Она мигом выскочила из дома и побежала, куда глаза глядят, не оглядываясь. Долго бежала девочка, сильно устала, и тут она увидела свою маму, которая искала в лесу свою пропавшую доченьку. С тех пор Златовласка всегда слушала свою маму и ничего не делала без ее разрешения. Она стала очень послушной, доброй и хорошей девочкой. Однажды жил дровосек с 2 детьми и их мачехой. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жили они так бедно, что порой даже кушать нечего было. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая, как дальше детей прокормить. Жена советовала ему завести детей в лес, распалить костер, дать по кусочку хлеба и оставить их там. Не помирать же им всем 4 от голода. Но дровосек не соглашался. И до тех пор жена уговаривала его, что он, наконец, согласился. А детки с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. И когда родители уснули, Гензель тайно выскочил из дома. Месяц светил ярко, и белые камушки блестели словно монетки. Гензель набрал в карманах столько, сколько могло влезть. Потом он вернулся домой, и дети легли спать. Утром мачеха пришла к детям, дала каждому по кусочку хлеба, и они все вместе направились в лес. По дороге Гензель выкидывал белые камушки один за другим. Когда они пришли на поляну, отец принялся разжигать костер. Он приказал детям сидеть возле огня и следить, чтобы тот не погас, а они с мачехой пойдут за дровишками побольше. Сидели они, устали и крепко уснули. Когда же дети проснулись, кругом была темная ночь. И когда на небе поднялся полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по камешкам, которые блестели, как новые монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет они шли, и на рассвете пришли к отцовскому дому. Прошло какое-то время, и дети опять услышали, как мачеха однажды ночью стала упрашивать отца избавиться от детей. Он отказывался, но жена и слушать его не хотела, ругалась и высказывала ему всякие упреки. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, хотел набрать камней, но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Рано утром детям раздали по кусочку хлеба, еще меньше, чем в прошлый раз. По пути в лес Гензель измельчил свой кусок в кармане и бросал крошки на землю. Мачеха еще дальше завела их в лес. Опять был разведен большой костер, и отец приказал детям следить за огнем, пока они с мачехой нарубят дровишек побольше. Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, и они уснули. Проснулись уже тогда, когда наступила темная ночь. И вот взошел месяц, и собрались они в путь-дорогу, но не смогли отыскать ни одной крошки, потому что 1000 птиц, порхающих в лесу, давно уже поклевали те крошки. Так дети шли очень долго, но выйти из леса никак не могли. Вдруг дорога вывела их к избушке. Подойдя поближе, дети увидели, что дом весь построен из хлеба и печенья, а окна из чистого сахара. Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, а Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконец. И тут дверь в избушке настежь распахнулась, и вышла из нее старуха, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха была добра и пригласила их в свою избушку. Там на столе уже стояла обильная еда, молоко, печенье, яблоки и орехи. Пообедав, старуха застелила деткам 2 чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой подумали, что попали в самый рай.
Но старуха только прикинулась ласковой. На самом деле была она злой ведьмой, которая свою хлебную избушку для того и построила, чтобы детей заманивать. Рано утром, пока дети спали, она взяла Гензеля и посадила в маленькую клетку. А сестричке приказала делать все, чего от нее злая ведьма требовала. Старуха задумала откормить мальчика, чтобы потом съесть его. Вот и стала Гретель варить самое вкусное кушанье Гензелю, а самой доставались одни только объедки. Прошло некоторое время, а мальчик все не жирел. Тогда старуха не захотела дольше ждать и решила сварить и съесть Гензеля. Она приказала Гретель растопить печь и наносить воды. Когда печь разгорелась, старуха приказала ей залезть в печь и посмотреть, достаточно ли в ней жара. Так она хотела затолкнуть девчонку в огонь и испечь ее. Но Гретель поняла, что у нее внутри. Она сказала, что не знает, как туда лезть, и попросила, чтобы ведьма сама показала. Рассердилась старуха и полезла в печь. Тогда Гретель подтолкнула ее и захлопнула за ведьмой заслонку. Ух, как страшно взвыла тогда старуха! А Гретель тем временем бросилась к Гензелю и открыла клетку. Освободив брата, они пошли в комнату ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными камнями, набили ими свои карманы и отправились домой. Несколько дней дети искали дорогу назад. Лес стал казаться все более и более знакомым, и, наконец, они увидели вдали дом своего отца. Как он был рад увидеть своих деток живыми. Гензель и Гретель высыпали на пол все жемчуга и драгоценные камни, которые они забрали у ведьмы. Тут уж о пропитании не надо было думать. И стали они жить-поживать да радоваться. А злую мачеху отец выгнал из дома.